Заснеженные просторы Аляски встретили экспедицию ученых суровым холодом и первозданной красотой. Группа специалистов отправилась в арктический регион с научной миссией изучить процессы таяния ледников и изменения экосистем, связанные с глобальным потеплением. В состав команды входили 3 исследователя: опытный геолог Ричард Миллер, молодой биолог Эндрю Коул и климатолог Томас Грей, посвятивший свою карьеру изучению климатических трансформаций. Каждый из них имел за плечами годы полевых работ, однако даже они не были готовы к тому, что им предстояло увидеть. На 3-й день пути, пробираясь через плотные снежные заносы и ледяные глыбы, ученые заметили вдалеке необычный силуэт. Он резко выделялся на фоне белоснежного пейзажа и напоминал огромную покрытую льдом массу. Приблизившись, исследователи поняли, что перед ними туша неизвестного животного, не похожего ни на один из известных видов, обитающих на территории Аляски. Осознав значимость находки, команда немедленно связалась с научным координационным центром и передала информацию. Уже на следующее утро над лагерем раздался шум винтов. Прибыл вертолет, предназначенный для эвакуации объекта в безопасное место. Тушу доставили в специализированный зоологический исследовательский центр, где начался этап детального изучения. Были проведены лабораторные анализы, генетические исследования и морфологические сравнения. К работе подключились эксперты из разных научных областей, надеясь пролить свет на происхождение загадочного существа. После завершения исследований находку планировалось передать в Музей естественной истории, где она станет предметом интереса как для ученых, так и для широкой публики. Обнаруженное животное стало наглядным напоминанием о масштабных изменениях, происходящих в арктической природе, и открыло новые возможности для изучения дикой фауны северных регионов. Эта история положила начало дальнейшим открытиям и исследованиям, оставшись символом тайны и вдохновения для тех, кто стремится понять природу и сохранить хрупкие экосистемы нашей планеты.